Realme, смотрите, вот такие вот, Realme Buds Air 7 Pro. Это наушники, которые в среднеценовом диапазоне, в среднеценовом сегменте, так будет правильнее сказать, до $100 это прям топ-топ. С премиальным дизайном, с премиальными материалами. Видите, там сейчас, наверное, прервется у нас, да? Не прервалось? Прервалось. Ты отсоединил уже вроде. Да, но они сейчас будут опять у нас подсоединяться автоматически, в общем-то. Наушники вот в такой коробочке с LHDC 5.0 кодеком, на секундочку, с Hi-Res аудио и с огромными возможностями в плане звука. Почему? Потому что тут много драйверная система. Здесь у нас стоит 11-мм вуфер плюс 6-мм твиттер. Все это у нас запаковано в какую-то нормальную, скажем так, настройку с классными функциями измерения глубины ушного канала, с персонализированными настройками эквалайзера под ваш слух. Короче, ребят, наушнички просто топ. Но что это за наушники, именно более детально, мы их сейчас послушаем, распакуем, посмотрим эргономику, посмотрим, сколько стоит и главное, где можно купить. Мы сейчас пойдем с вами будем разбирать на канале Технозон. Так что подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы с вами поехали. Realme Buds Air 7 Pro. Вот так вот, нифига себе. Вот это вот AI сразу напрягает. Сейчас посмотрим с этими переводами. Радует. Радует. Тут лисичка поправила. Радует, очень сильно радует. Меня вообще всегда очень сильно радует вот эта надпись AI, когда на маркетинг идет впереди технологий, да? Так, смотрим. Ух ты, достаточно интересный дизайн, я вам скажу. Давайте вскрываем. О, это металл. Да? Это металл. Ух ты. Ой, он холодный. Или пластик? Нет. Это металл. Слушайте, прям премиум. Прям вот эта штучка, она магнитная, вы поняли? Давайте посмотрим сами наушники. Вот прям премиальный дизайн. Я вам серьезно говорю, прям очень премиальный. Чтобы вы понимали, здесь у нас есть много микрофонов, активного шумоподавления, классные амбушюры. Я знаю эти амбушюры с желтой юбкой, видите, желтой юбочкой. При том, что, чтобы вы понимали, здесь у нас 11-миллиметровый низкочастотный сабвуфер есть, вуфер такой так называемый, плюс 6-миллиметровый высокочастотный микропланарный твиттер с двойными магнитиками N52. И, кстати, здесь будет у нас мощный бас и фактически детализированные верха. Это 100%. Смотрите, у них заявленный частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Так, в принципе, соответствует Hi-Res аудио сертификации, которая здесь есть. И поддерживается кодек LHDC 5.0. Вот так вот. Ну, еще есть AAC, SBC, конечно же. Но сертификат Hi-Res присутствует. Мы проверили на сайте Hi-Res. Вернее, в списках Hi-Res они есть. Вот прям вообще вот это вот топ. За дизайн твердая 5 из 5. Это прям вот нереальный дизайн, премиальные материалы, и мне очень сильно нравится. Сам по себе наушник. Знаете, какой у них есть минус? Они марки, видите, отпечатки остаются, и у них нет регулировки громкости на самих наушниках. То есть у предыдущей модели были, у этой почему-то убрали. Теперь в комплекте за дизайн прям и за материалы прям люто топ, вообще топлю, не знаю, вот вообще очень круто. Так, давайте открываем. Опа. В комплекте, а что, нет кабеля даже? Кабеля нет зарядки, ты представляешь? Ну, даже кабель зарядки не положили. Но зато есть амбушюрки, которые менять не нужно. Я вам сразу говорю. Эта амбушюра не меняется. Вернее, ее заменить можно, но за эти деньги это вообще, прям топ амбушюры. Вот это желтая юбка, есть красная, есть желтая. Видите, они сеточка, это амбушюра. Она с сеточкой со своей, видите? Это очень классная амбушюра. Она мягкая, сама по себе амбушюра мягкая, а юбка плотная. То есть вы их не будете чувствовать в ушах. Очень правильное решение. Хорошо, давайте уже перейдем и посмотрим на эргономику. Так, пробуем эргономику. Оно с этими... Ой, средняя амбушюра, ёлки-палки. Вот если я тут недавно выпускал на One More обзор, Q30, да, по-моему. Слушай, они так классно прилегают, что даже АНЦ не нужен, я тебе честно скажу. Амбушюра классная. Вот то, что я говорил, я вам объясню. Амбушюра, тест на выпадение. Амбушюра
Они ни хера не выпадают, короче. Не, сидят вообще шикарно. Амбушюра, ты ее не чувствуешь вообще. То есть при длительном ношении эта амбушюра не будет вызывать дискомфорт. Она не вызывает давление на ушной канал, и прям вот топово, вот они сидят топово, и ты их не чувствуешь. Они достаточно легкие, они достаточно удобные, они крепко сидят, при том, что они имеют влагозащиту IPX55. То есть, вернее, IP55, IPX5 или IP55. Короче, кроме того, что они влаговодозащищены именно от брызг капель дождя и от капель пота, нырять в них, само собой, нельзя, и в душе тоже нельзя, но сидят прям топово. Мне эргономика, смотрите, вообще отлично сидят. Хорошо сидят? Отлично. Прекрасно. И дизайн вообще отлично. Хорошо, ладно. Пошли посмотрим, сколько он стоит, и будем уже тестировать звук. Итак, цена $64. Да, за $64 мы получаем премиальный дизайн, премиальные качества и с интересными возможностями. Но они, кстати, здесь даже тоже заявляют, что у него 52 дБ активный шумодам, Bluetooth 5.4 немаловажный аспект. Ну, про LHDC я уже сказал про 5, да, LHDC есть. 6-микрофонный шумодав, кстати, один из лучших шумодамов на рынке. По заявленному времени работы 12 часов на 50% громкости без ANC, это в AAC кодеке. Это максимальное, что может быть. Либо 6,5 часов с ANC, да, кстати, вообще какие-то цифры нереальные. Либо 5 часов это с ANC в кодеке LHDC. А вместе с кейсом в максимальном варианте 48, в среднем 26 и в минимальном 20 часов. Вообще отлично. Давайте посмотрим, что они тут любят заявляться. Смотрите, как сделана архитектура. Вообще классно. И это вот один из самых интересных вариантов архитектуры, который я видел именно в таком ценовом диапазоне. Вообще, я вам скажу, эти наушники по факту это огромные конкуренты OnePlus Buds 4. Потом, что у нас там было? Xiaomi Redmi Buds Pro. Или какие они там? Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, вот так вот они звучали. Да, это вот им конкуренты и Soundcore Liberty 5 от Anker. Это в одной линейке стоят, от 20 до 40 кГц, от 20 Гц до 40 кГц и сертификация Harris. Слушайте, вот что тут шпатель аудио? Блин, забудьте про этот шпатель аудио. Так поганить звук, как шпатель аудио, не может никто. А вот теперь самое интересное, в наушнике батарейка 62 мАч и 530 мАч кейс. Прикол, слушайте. Есть приложение и больше ничего нет. Больше ничего нет у нас интересного. Но давайте смотреть дальше. Итак, смотрите. У нас наушники подключены. У нас сейчас кодек LHDC, как мы видим. Видите, LHDC стоит HD. Есть поддержка AAC, есть SBC. Но AAC включается в приложении. Есть приложение Realme Link. Мы видим наши наушнички. И, кстати, у меня сейчас, вот если включить прозрачный режим, если выключить... О, я сейчас хоть что-то слышу. Я знаете в чем? Я как в вакууме. Я как в вакууме вообще. О, еще есть уменьшение отдельно шума от ветра. Отдельно. У меня очень сильно шумит ноутбук, когда охлаждается. Есть прозрачный режим. Режим эквалайзера у нас, видите, четкий бас, глубокий бас. Есть оригинальный звук, глубокий, и есть отдельный эквалайзер, вы можете для себя поставить. Но тут же есть еще оптимальный звук, а это значит, что есть сканирование слухового канала. Давайте сейчас. Так, анализ слуховых каналов проверено, и нужно перетянуть ползунок, когда у вас пропадает сигнал. И фактически таким образом вы выставляете для каждого уха себе идеальный звук. Это называется калибровка ушей, да, там калибровка вашего идеального звукового профиля. Топ вообще. И все, и мы сгенерировали свой звуковой профиль. О, видели? Вот смотрите, до и после. Разница прям разительная, я вам честно скажу. Все, короче. Так, теперь динамический звук. Ага, не динамический. Есть игровой режим. Вот это, кстати, прикол. По игровому режиму
у нас для любителей именно мобильных игр предусмотрен режим сверхнизкой задержки. 45 миллисекунд содержится, ну, по сути, он отключит всю постобработку ваших вот этих вот сигналов с телефона и будет синхронизироваться с действием на экране. Но вы должны понимать, что постобработки не будет. Теперь режим потока сознания, это знаете, что это такой амбиент режим, где вы там звук кофейни, да, там. Ну, такое, где-то в кофейне послушать, медитация. Ну, чисто... Ой, а как это остановить? Давайте остановим, все. Классная тема, но не для меня. Подключение для двух устройств. То есть у нас фактически есть мультипоинт. Если вы подключите сюда ноутбук, Bluetooth 5.4 позволяет, то, например, вы слушаете музыку на ноутбуке, поступает звонок на смартфон, вы переключаете, он переключается автоматически на смартфон, вы поговорили, кладете трубку, и он переключается обратно на ноутбук, прослушиваете звук. Это классная опция. Вот автоматическое воспроизведение, когда вы достали, либо когда вставляете в ухо, и проверка прилегания вкладышей. О, правый не идеально. Так, протестировать. О, все, правильно вставили. Отлично, есть поиск телефона, все хорошо. А где же наш пресловутый режим автоперевода? Вот это вот мне интересно. Вот они обещали, что будет переводчик. Прям когда еще на стадии производства, честно, напишите в комментах. Здесь у нас гарантийка. Что они тут пишут вообще? Сейчас посмотрим. Так, Realme Link, Touch Control, базовые параметры и все. Нету ни слова про автоперевод. Это я читал, кстати, в пресс-релизе. Однако никакого автоперевода ни в приложении, нигде я не нахожу. Ладно. Что у нас за сцены есть? Это автоматизация, не то. Слушайте, надо уже слушать. Давайте сначала мы проверим качество того, как работает. Ну, ANC бесподобный. ANC бесподобный, один из лучших на рынке. Но если у них ENC. ENC это когда у нас кроме того, что есть звук, вернее, есть шумодав для вас, как для слушателя, еще должен быть для вашего собеседника тоже шумодав того, что происходит вокруг вас. Лисичка, ты нам нужна. Мы сейчас лисичке даем профессиональный рекордер звука Zoom. Так, мы отдаем лисичке рекордер звука. Раз, два, три, все отлично. Она сейчас нас набирает, и она идет, она будет слушать, как нас слышно. У нас сейчас шумит ноутбук. Пацаны, включите звук с ноутбука, чтобы они понимали, насколько у нас шумно. И у нас очень-очень хорошо работает шумодав в этих наушниках. Прям топово. Так, нам звонит лисичка. Алло, Да. ты меня слышишь? Так, я тебя слышу. А как ты меня слышишь? Ты слышишь, как работает охват? Нет, Что? я слышу только тебя и твой голос. И все, да? А ты сейчас пишешь, да? Я сейчас пишу, да, неплохо. Неплохо, да? Ну, я тебя вообще классно слышу, потому что до этого в них имел долгую беседу с человеком. Кстати, я уже достаточно долго их тестирую, чтобы вы понимали, я уже послушал все жанры музыки. В общем, качество звука вы услышали. Это записано на рекордер из динамика смартфона, чтобы вы понимали, динамик смартфона сам по себе может искажение давать, есть как есть. Поэтому переходим, сейчас уже тестируем сам звук музыки. Кстати, забыл сказать, дело в том, что эта штука может заряжаться по беспроводу. Она поддерживает QI-зарядку, то есть вы можете положить куда-то на беспроводное зарядное устройство и заряжать. А теперь давайте, рассмотрев сухие вот эти все характеристики, мы пойдем с вами и будем слушать практический опыт. Я уже много чего слушал, поэтому мы будем с вами немножко уже, знаете, смотреть. Давайте выберем. Начнем с попсы. Ну, как она первая у нас идет. И, конечно же, вокальные композиции. Давайте 90% громкости. Вокал звучит очень чисто. Let you be the first to know what's buried deep begins to grow. The world gets cold, but I stay warm.
Ну, хочется что-то... Воу, воу, воу. Синты, вот, знаете, передаются очень ярко, так, знаете, классно. Бас красивый. It's so easy for me to say what I'm thinking. Вокал хочу прям отметить, прям очень чисто звучит. My heart keeps beating. I don't mind. Ну, в целом, я вам скажу, для попсы, ну, так как я уже их слушал, да, в целом, ну, я тут слушал еще, тут кое-какие композиции. Se quedó grabado en mi mente el último amanecer. Savored every angle like it was cinema, cinema. No planes. Вот, кстати, вот эти все эффекты, которые в высоком диапазоне, они передаются достаточно ярко, без каких-то раздражающих частот. Абсолютно бас прикольный. Ну, здесь мы бас в полной мере не можем оценить, ну, прям вот такой драйвовый бас, такой достаточно, суббас вообще достаточно глубокий. Все-таки здесь отдельный вуфер, прикольно, и по высоким отдельный там твиттер, да. А в целом подходят очень отлично для попсы, дают бодрый, плотный звук такой с мощным ударом, таким красивым, ну, в принципе, он, вот такие наушники нужны этой музыке. Вот классно. Попса прям 5 из 5. Вот серьезно говорю. При том, что сцена не супер широкая. Ну, все понимаем, что это ТВС, да, внутриканальные. Но стереоэффекты продолжают чувствоваться, несмотря на не очень широкую сцену. И, в принципе, пространственного объема достаточно. Это для попсы. Отлично. Живенько звучит. Хорошо. Для попсы 5 из 5. Давайте, я хочу хип-хоп и R&B, возможно, сейчас посмотрим. Здесь у меня есть такие красивые мелодии. Grease, grease on my elbow, talk to the 6 deep. I know I'm tucking in a bit, look lean, look red, oh, lay it on thick, look at me, look at that rose, look black grease on my elbow, talk to the 6 deep. I know I'm tucking in a bit, Кстати, вот этот вот, red, oh, lay it on thick, look at me, look at that. вот этот вот суббасовый дип, он, знаете, он такой, то, что он глубокий, у него есть такое ощущение, что у него есть еще запас глубины. Вот классно. Прям звучит, ну, с учетом того, что хип-хоп это жанры, которые, в принципе, во главу ставят басовую линию и бит, то вот тоже очень хорошо пошло. Ну, давайте. My mama always told me I'm allergic to the fake. That's why I can look you in your ass and tell you ain't. I'm from the South, you know what I'm talking about. But she could pop it and drop it right in your bank account. I be like, what you heard, your body's out of control. Rap, then African gold, St. Jules on my chest, got my foot on your Ну, neck. смотрите. Я вам расскажу, дело в том, что я же их изначально слушал без замеров ушного канала на дефолте. И в дефолте есть небольшая проблема того, что вот этот вот ударный панч, да, вот этот басовый, он чуть-чуть прибивал вокал. Вот есть было на фоне такого баса, иногда вот слегка притенен он был. Именно на дефолте. Но после того, как я сейчас замерил глубину канала, да, там, и сделал кастомную настройку, то вообще идеально. Вот просто идеально. По факту, тут, знаете, вот этот вот ударный панч барабана, он, давайте, вот, в принципе, You know I'm big stepping, walking through the door. он собранный достаточно. Бит звучит резко, ритмично, как и должно быть. И, в принципе, я вам скажу, знаете, создается даже эффект какого-то такого клубного звучания. И мне очень тоже нравится, как звучит рэп. С учетом вот этого вот момента притененности вокала в стоке, я даю 4,5 из 5. Вот 4,5 из 5, но звучит бодренько, классно, прям шикарно. Слушал я достаточно долго хип-хоп. Давайте электронику послушаем. Тут вообще сцену определять тяжело. И, знаете, тут, вы же понимаете, что там по электронным жанрам можно понимать многое. От EDM и техно до какого-то там даунтемпа, амбиента. Ну, тут себе, кстати, вам скажу, меня интересует энергичность, потому что если амбиент может проигрывать большинство, то, ну, поиграли там ненасыщенные партии, не перегруженные, а здесь хочется именно...
tide, saying I'm all yours, but I feel in my gut. It doesn't feel right. I see in your eyes. Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Let's start the fire. Бас-бочка долбит плотно, вот она пошла. Кстати, саб-синтезаторы так фундаментально гудят, прикольно. А ну сейчас. Знаете, что самое прикольное? Ты когда слушаешь, у тебя создается физически ощущаемая вибрация. Вот серьезно вам говорю, вот именно если брать субсинтезаторы, это вообще прям прикольно. Ну давайте дальше послушаем. А вот вокал чуть-чуть теряется за басами. Чуть-чуть теряется, но все-таки вот эта электронная композиция, она чуть перегруженная. Однако это спасает то, что есть наличие отдельного твиттера и, в принципе, разделяет, да, то есть вокал слышно. Вот чуть-чуть подтеняется. Давайте еще какую-нибудь одну вокальную композицию послушаем. Оу, обожаю вот эту композицию вообще для... Вот, знаете, так звучит так впечатляюще, мощно, насыщенно, но я думаю, что такой экстра глубокий бас может утомить при длительном на прослушивании. Вот если особенно на громких треках. Слушайте, прям из-за твиттера проявляется детальность в электронике. То есть вот эти все сэмплы, да, там особенно если они использовали при создании композиции какие-то высокочастотные, хорошего качества сэмплы, то они прям очень четкие. Вот эти сложные звуковые эффекты, щелчки, потом вот эти вот различные там вот эти вот шумы, какие-то вот именно, знаете, там какие-то там вот эти вот штуки, которые используются, они прям, если в кодеке еще LHDC, то вообще отлично. А если еще источник найдете LHDC, там какой-нибудь hi-fi источник, то вообще будет топово, я вам серьезно говорю. Ну, давайте так, электроника из-за того, что чуть-чуть оттеняется вокал на фоне такого очень глубокого баса, то, ну, 4 из 5, но играет прям топово. Давайте классику. Хочется классику, я отложу на потом. Давайте мы поищем, наверное, из классики. Давайте по фильтру. Струны звучат так гладко, плотно, хорошо. Нет вот этой излишней резкости. Вот особенно на старте этой композиции всегда это чувство. Я эти композиции знаю досконально. А ну? У-у-у. Ну, давайте так. Такие наушники никогда не дадут сверхширокую сцену, которая необходима для проигрывания классики. Никогда в жизни. Хотя вот для ежедневного прослушивания без какого-то там академического уклона, то есть если у вас нет там какой-то цели прям получить вот эту дрожь в руках и в теле, да, от прослушивания классической музыки, то для повседневного прослушивания просто там как фон оно подходит достаточно. Сцена, ну по сцене еще поговорим. Высокие не свистят, не пилят слух, то есть нет вот этих вот там каких-то проблем. Оркестр, вот если говорить уже по сцене, именно по классике, ну он не даст ощущения вот этой вот глубины и ширины какой-то там, но при этом для классики обеспечивает такой достаточно теплый звук, достаточно детальный. Подождите, сейчас еще. Знаете, что самое интересное? В классике не так много баса, как все думают.
Достойно, очень достойно. Для ТВС... Ух ты ж. Тут знаете что самое интересное, что их спасает? Вот именно вот эта вот хорей-сертификация с высоким частотным диапазоном, и прям виолина отыгрывает вообще отлично, при том, что она не пилит, не режет слух. Хорошо. Ладно, слушайте, но для ТВС наушников 3,5 из 5 это очень высокий показатель. То есть не скажу, что их можно там расценивать как наушники для академической музыки. Это как есть, это правда. Но для повседневного какого-то момента прослушивания музыки очень даже подходит классической. А почему бы и нет? В принципе, такое. Давайте джаз и блюз меня интересует, потом металл и в принципе будем заканчивать. Ну, поехали. Ой, моя любимая, одна из любимых композиций для тестов. Много деталей. Контрабас. Теплый насыщенный мидбас такой, знаете, контрабас звучит отлично. Саксофон, труба. Ну, в общем, духовые звучат плавненько, без излишней яркости. Ламповое такое. Вокальчик плотненько передается. А ну дайте еще что-то послушаем. Stay away from that old viper man. Don't you take that fruit he's holding in his hand. Just one bite and you'll be swinging Удобно, away наушники сидят, не устаешь. if you hang around that old viper man. Ударные чуть-чуть смягчены на верхах. Вот прям слышно вот эти щетки. That's when you get the hit that makes you feel alright. You'll be high and troubles out of sight. So don't you hang around that viper in the night. Подождите. О. ТВС джазовые. Можно слушать? Да, сцена не будет широкая, у вас создается эффект, как будто вы сидите где-то посреди, допустим, джаз-бенда, да, среди ансамбля, ну, ансамбля, оркестра, группы, бенда, да, вот они играют вокруг вас. Но тут, знаете, это не так, что обычно там узкая сцена у ТВСов, где-то тут вверху бровей, и вы как перед какой-то там пленкой, и все это слышите из одного места. Нет, здесь у вас есть четко классное объемное звучание, и создается эффект интимности такой, знаете, словно вот поместили вас как слушателя вот рядом с музыкантами. Вот рядом с музыкантами, и вот создается такая камерная, близкая подача. Прикольно, слушайте, вообще, я прям не думал, что джаз так будет звучать. Нет, такой не люблю. Тоже не люблю. О! Слушайте, ребят, в итоге джазовые, блюзовые композиции, в принципе, звучат тепло, бархатисто и увлекательно. То есть наушники доносят эмоцию, в принципе, нет вот этого утруждения излишней яркостью, достаточно все гармонично и прикольно. Вокальчик четко разделяется, что мужской, что женский, и про сцену я вам уже сказал. 4-5 из 5. Вот редко, когда я даю такую оценку наушникам именно ТВСом, да, в джазовых композициях. Это прям очень удивительно. Ну давайте мы сейчас, меня интересует что-то потяжелее. Плотно так. Воу! Здесь так классно передается вот эти вот гитарные рифы. Они прям разборчивые, плотные. Класс, слушайте.
Здесь вот прям хорошая середина. У наушников прям шикарная середина, серьезно говорю. И барабаны звучат так густо, ну, я не знаю, каждый удар бочки прям солидно ощутим. Прям классно вообще. Давайте еще. It's 103. Feel my heart sinking since she left me. Been dreaming about her since she been gone. Акустика и классический рок меня не сильно. Мощный плотный низ для ударных, вот по сути насыщенная середина для гитары, при этом не сваливается все в кашу. Отлично. Здесь хорошая раздельная работа драйверов именно, потому что они раздельные. Я вам скажу, это не наушники для аудиофила-металлиста. Далеко. Но это, вот знаете, универсальный слушатель останется доволен. Неплохо, совсем неплохо. Вообще раздельные драйверы вообще отлично. Раздельная работа драйвера вообще отлично. Такая середина четкая. Рифы реально не в кашу ломят. Класс. 4 из 5. 4 из 5 по металлу. И в принципе, что мы еще можем послушать? Для себя послушал все, что хотел. Ну и давайте, в принципе, какие-то выводы делать. Вообще, я слушал много композиций. Низкие частоты, по сути, это козырь вот этих вот AirBuds Air 7 Pro, да, тут этот вот глубокий саббас ощущается телесно, в принципе, в электронной музыке, в хип-хопе, я не знаю, в киносаундтреке я кино смотрел, но я не любитель кино слушать в ТВС наушниках, поэтому, ну, вообще они выдают такое. Ой, я нажал, сработал тач, короче, ну, в общем-то. Наушники выдают мощное такое дрожащее основание звука, приближаясь к эффекту, по сути, больших наушников или сабвуфера вообще. По басу вообще отлично. По среднему, знаете, и сильная частота этих наушников, и немножко она пострадала от очень сильного баса, да, там, и этого глубокого суббаса, потому что в некоторых жанрах чуть-чуть оттеняет, да, оттеняет вокал, оттеняет даже иногда гитарные рифы некоторые, но в целом, именно центральные и средние, это, пожалуй, его самая удачная часть, потому что я слушал на них металл, это прям прикольно. Но при этом хочу отметить, что по средним все-таки, если на стандартном пресете без конфигурации под ваши уши, либо без доведения там, до того, как вам нравится, иногда бас может чуть-чуть оттенять именно вокал. А вот высокие, благодаря Твиттеру, прям порадовали, потому что вы отлично слышите вот эти вот колокольчики, верхние тарелочки, вот эти вот цыкающие, шипящие звуки, самые верхние, и тут как бы вопрос нет, все играет разборчиво, отлично. И в целом наличие Твиттера позволяет получить более раздельную сцену, вернее, знаете, более чистую сцену по разделению инструментов, нет вот этой вот какофонии звука, нет вот этой каши, которая иногда городится в дешевых наушниках, да и в принципе, да, сертификация Харес благодаря этому Твиттеру вот именно дает эту вот самую классную, красивую, подчеркнутую, как я бы сказал бы, высокую часть этих наушников. Да? Твиттер прям, вот наличие Твиттера прям топ. Но при том, что звук не переходит в какую-то излишнюю резкость и нет никакого там, знаете, там виолины, которые там в некоторых Харес сертифицированных наушников при плохом построении, знаете, там бывает режет слух. Нет, здесь все сделано отлично. По сцене, ну, вывод по сцене. Пространственное восприятие музыки достаточно хорошее, хотя и не назовешь ее эталонной, вот, знаете, как широту звуковой сцены, она умеренная. Сцена не ощущается шире головы, как в открытых наушниках, но и не зажата внутри черепа, как у более дешевых каких-то аналогов. Глубина сцены выражена слабо, что характерно в принципе для всех ТВС наушников. В целом вот эти вот, да, Realme Buds Air 7 Pro, они обеспечивают сцену среднего размера, не для клаустрофобов, скажем так, но и не экспансивно. Для закрытых вкладышей это очень-очень достойно. Мой вывод такой, что за 60 там, с мелочью долларов это один из топов, это вот прям топ-топ, и она действительно, если брать, допустим, там 30 плюс долларов, да, там, то я бы рассматривал QCY Melody
AirPods Buds Pro. Если брать чуть дороже, больше $50, то вот это вот вообще вот так вот. Беспрецедентный топчик, прям мне очень сильно понравилось. Соотношение цены и качества одно из самых крутых и лучших на рынке. Поэтому мои рекомендации есть. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.